Боятся ходить, потому что здесь бывает ходят дикие животные. We're stuck in the forest. Я пока таких не находил, даже не знаю, что это будет. Воронки от попадания немецких снарядов. Глубоко в лесу такой вот кладбище находится. Hello people! I hope you're all having a wonderful time and welcome to another episode of Way to the Armistice. Really hope that you will enjoy our experience we're gonna share with you today, guys. And we believe it wasn't that bad for the first expedition, for the first hike we had. Snow is melting very slowly in the forest and it makes metal detector search as one small misery, but nothing more to complain about really. I admire about this hiking as we had magnificent time and we got lots of positive emotions, guys. Please subscribe our channel, put your like and don't forget to leave any comments below this video as it's going to help us to grow. Don't miss interesting content on this channel as it will be more coming. Yeah, and this is it, guys. I wish you good watching. Я пока таких не находил, даже не знаю, что это будет. И здесь вся земля, она полностью насыщена военным железом. Какое железо? Пули? Что это может быть? Железо, осколки, гильзы, пули. Вот на этом месте, где мы стоим, здесь была позиция российских уже солдат. Именно здесь. Метров через 200 уже были немецкие войска стоят. В какой стороне немецкие войска стояли? Вот. Там, если мы пойдем, мы там все это увидим. Пойдем. Здесь у нас сигнал, металлоискатель показывает показания 15. Это, возможно, может быть гильза.
винтовочный. Сейчас мы это посмотрим. Похоже, я ошибся, это был обычный осколок. Это просто осколок металлический от снаряда. Вот такие осколки попадали в человека, в солдата, и ну, вы сами понимаете, как после такого попадания выжить невозможно. Печально. Ну и когда мы бываем в лесу, у нас есть такая традиция у копателей. Мы оставляем какие-то монетки, ложим на пенек, чтобы задобрить. Есть такой у нас, считается, земляной дед, подземный дед. И он как бы потом за это отдает нам свои сокровища подземные, скажем так. Сейчас я вот кину здесь только немножко монеток. И пускай он нам поможет в наших поисках. Также мы оставляем на пенечках какая-то еда, там немножко там наливаем в ямку там пиво, алкоголь, какой-то маленький виски. Ну и тогда дед нас за это благодарит. Дед это, как бы сказать, лесной дух, правильно понимаете? Расскажи. Да, это лесной дух, но он живет под землей, как типа маленький человечек, как гном такой. Такая вот легенда, да? Ну, это не легенда, но бывает помогает. Во что-то надо верить, правильно я тебя понимаю? Да, так и есть. Ну что, давай тогда ставим ему вкусняшки, гостинца, где-нибудь на дереве, на пенечке. И будем продолжать дальше нашу экспедицию, правильно? Да. Guys, I just want to tell you that forest for us is something more. We classify it as a life organism with its own feelings and emotions. We are following simple rules during our visit in here. It's treat forest with respect, don't vandalize or leave any rubbish behind. We believe that forest can punish you for being bad to it. Simply you can get lost or meet any wild animals are the most common things what can happen. Сейчас мы находимся в этом месте, где российская армия остановила наступление немецкой. И вот отсюда началась позиционная война. Эти вот ямочки, где мы сейчас стоим, это ямки от воронки от попадания немецких снарядов. Не осколок.
понятно. Это попалось остаток, ну его так сплющило. Здесь стоял фитиль, и это могла быть осветительная граната и могла быть с взрывчаткой. То есть она безопасная, она... Ну да, это просто чугунная крышка от российской мины и от бомбомета. Хорошая находка или в коллекцию пойдет? Она пойдет в коллекцию, потому что она интересна тем, что она вот в таком состоянии. Ну, ее сплющило или об камни, или что-то. Угу. Такие я обычно находил их целые. Угу. Потом почистим, помоем. Всего лишь, Что это? возможно, котелок сгоревший, солдатский немецкий, алюминий, поэтому он сплавился и... Вот в данный момент я сейчас нахожусь на бывших немецких позициях. Это была немецкая траншея, окоп. И вот именно вот сейчас я здесь сижу. Вот сейчас мы подходим к немецкому кладбищу по Первой мировой войне, и здесь в лесу около болота есть такие запасные позиции, немецкие окопы. Вот мы сейчас их тут видим. Сейчас мы находимся в лесу на бывших позициях по Первой мировой войне, и мы сейчас идем к кладбищу немецких солдат, похороненных в ту войну. Там на месте подойдем, я вам все покажу и тоже расскажу. Ну и в нашей местности 7 кладбищ, те, что известны. Сюда приезжают иногда немецкие солдаты-волонтеры, которые это обустраивают, чистят, обкашивают. Именно это кладбище, куда мы сейчас идем и сейчас покажем, оно находится глубоко в лесу. Ну вот сейчас у нас такая небольшая остановочка, сели отдохнуть, и сейчас пойдем дальше и дальше вам покажем.
Вот сейчас мы идем с нашей небольшой экспедицией. Идем мимо немецкого кладбища и заодно решили показать, снять. Вот такие стоят памятники немецким солдатам, погибшим на этой территории в Первую мировую войну. И вот тут даже видно имя, фамилия Муск. Это пехотинец был, солдат. И на этом кладбище много лежат. Есть водители, есть связисты, пулеметчики. Такой вот в лесу, глубоко в лесу, такое вот кладбище находится. Здесь такая лесная дорога, лес, и местные жители, кто живет далеко, какие-то дома, хутора, боятся ходить, потому что здесь бывает ходят дикие животные, кабаны, лоси, и был случай, что видели медведя. Let's go home faster, guys. Whew, guys, basically we're stuck in the forest, but luckily we know where to go. This way, yeah, this is the crossroads. The Raymond's coming. He done very well. He has some health issues, but he's doing all right, guys. See, middle of nowhere. Whew. Yeah. You know, but the thing is, I don't feel myself scared in this forest right now. I don't know why. Maybe because we paid Forest Spirit some money, we left him some treats, so maybe that's why. Как дела, Райма? Ты доволен сегодняшней прогулкой? Всем привет. Отлично был поход, экспедиция. Немножко устал. Бывает. О! О! Quiet. О! Dogs. Basically, there is a few miles if you go there. There is houses, the people living there. So, guys, I can't describe how atmospheric it was then in forest at night. On the way home through the dark forest, Raymond told me some mystical stories of what happened in our place with our local people. It was so exciting that I had the goosebumps. To convey the atmosphere, I want to share with you one of the stories I really liked. Sometimes I'll integrate mystical stories as I love mysticism myself. Well, to believe or not is the business of each of you. It all started one night in one of the houses in our village. The house was not old and was built around 80s of 20th century. The mistress of the house was walking around the room and suddenly she saw a ghost entering the room through the wall. He didn't do anything, he just stood there and looked at her. The woman was very scared. According to her words, he looked like a soldier because he was wearing a military uniform, but his face was disfigured. He was standing there and was looking at the woman like that for a while, and then he left through the wall. Left just like he entered. He began to visit his family very often, just coming and going through the walls of the house. One night, woman's granddaughter was sleeping and felt that someone was looking at her. She got scared and she screamed. This woman asked Raymond for the help. "Can you help me?" she asked. "You do understand about all this military stuff?" Raymond replied her, "Yes, I understand about that, but I don't understand about mysticism. I'm just looking for historical artifacts and I can help you." "Maybe you need a priest," he said.
woman did like that. She called the priest. And after that, any mystical things just stopped. They still live in that house. Guys, I think you now understand what it's like to listen to such stories at night in the forest. Boo! It's creepy and the blood runs cold. Здравствуйте, с вами Таймет. Приветствую вас на нашем канале. Ну вот сегодня было открытие сезона. Немножко не выдержали, пошли в лес. Погода позволяла. Были небольшие находки, как вы видели. Ничего особого. Но только, к нашему большому сожалению, еще в лесу было очень много снега, что немножко мешало нашим поискам копу. Но мы не отчаиваемся. Это только начало сезона. От этой экспедиции мы получили массу удовольствия и положительных эмоций. Надеюсь, что наше видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ваши комментарии и замечания, может быть, какие-то пожелания. Дальше будет только интереснее. С вами был Таймет. До встречи в следующем видео и всем пока.